Наполеон Хилл, американский автор в области новой мысли, один из создателей современного жанра самопомощь. Наиболее известен как автор книги «Думай и богатей». Жизнь – это шахматная доска, где вашим противником является время. Сила воли – фундамент настойчивости. Мы становимся тем, о ком мы думаем. Страхи – это не более, чем душевное состояние. Все, что нарушает гармонию в отношениях между людьми, чаще исходит от тех, кто таит недоверие. Каждое поражение, каждое разочарование и каждая неприятность приносят с собой зерно, равноценной или большей пользы. Богатство с самого начала приходит в этот мир в качестве мыслей. Помните об этом, когда будете готовы заключить с жизнью контракт на ту сумму, которую у нее запросите. Из мыслей человека добывали больше золота, чем когда-либо из недр земли. Секрет творческой способности заключается в сублимации сексуальной энергии. Человек может достичь всего, что способен постичь и принять разумом. До тех пор, пока человек не определил свою главную цель, он распыляет свою энергию и мысли на столько объектов и в стольких направлениях, что это ведет не к силе, а к нерешительности и слабости. Начальный момент всех достижений – желание. Если вы испытываете непреодолимое желание кого-то опорочить, не произносите эти слова вслух. Напишите их на песке поближе к воде. Чем дольше вы идете к успеху, тем он становится ближе. Слишком многие бросают дело за шаг до победы. Запомните, этот шаг сделают другие. Когда человек начинает жалеть себя или придумывать оправдания своим неудачам, он начинает постепенно умирать. Чем бы ни было то, что вы задумали и во что поверили, этого можно достичь. Любовь и правосудие – это настоящие арбитры в любом споре. Дайте им шанс, и вам больше не захочется сталкивать своих попутчиков на обочину жизни. Многие люди никогда не сделают прорыв в своей жизни, потому что они отказались выйти из зоны комфорта и сделать шаг в неизвестность. В мире есть много одиноких людей, которые жаждут любви и дружбы, но никогда их не имеют, потому что сами не отдают ни любовь, ни дружбу. Мечты сбываются тогда, когда сильное желание превращает их в конкретные действия. Каждая неудача – это скрытое под маской благословение, при условии,
что оно учит тому, чему человек иначе не научился бы. Самые острые умы те, что заточены большим количеством практического опыта. Закон компенсации не всегда скор в исполнении, но настолько же стабилен, как и восход солнца. Воображение – это мастерская души, где формируются все планы личных достижений. Поражение – это часть плана Вселенной, который служит для того, чтобы подготовить вас к большой ответственности. Сознание умеет говорить, но не слышно. Оно говорит тем тихим голосом, который идет изнутри. Когда у вас появляется порыв ударить кого-нибудь, кто обижает вас, лучше ударьте свой порыв. Дороже всего обходятся слова «у меня не было времени». Одно короткое слово «пожалуйста» способно творить чудеса. Сосредоточь все силы на достижении желаемого, чтобы у тебя не было времени бояться нежелательного. В большинстве разногласий существует три стороны: ваша, вашего оппонента и правая сторона, которая находится, вероятно, где-то посередине. Продумать, как проложить свой путь через проблемы безопасней, чем преодолевать их. Никто не может быть настолько хорош, чтобы в нем не было плохого, и никто не может быть настолько плох, чтобы в нем не нашлось ничего хорошего. Мужчина, движимый своим желанием, может развить у себя воображение, смелость, силу воли, настойчивость и творческие способности, о которых он не подозревал. Человек не сможет добиться успеха в жизни, пока не поймет истинную причину своих ошибок. Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь. Тот, кто не готов идти на жертвы, никогда не добьется успеха. Люди не возражают против того, чтобы говорили об их недостатках, но только при условии, что будут упоминать и об их достоинствах. Не спешите добраться до самого верха лестницы успеха, поскольку тогда вы можете двигаться только в одном направлении – вниз. Как вода тянется к океану, так и фортуна тянется к тем, чей разум готов притягивать ее. Счастье можно обрести, только помогая другим его найти. Подобно тому, как ветер уносит один корабль на восток, а другой на запад, закон самовнушения может воодушевлять или подавлять вас в зависимости от того, как вы расправите паруса своих мыслей. Не смотрите на звезды, пытаясь узнать направление ваших бед. Взгляните внутрь себя, и вы получите гораздо лучшие результаты.
Остановиться, осмотреться и прислушаться вам не поможет, если вы не начнете думать. Не отступайте, когда становится трудно. Если вы все же должны отступить, дождитесь момента, когда вы сможете уйти победителем. Если каждый день вы будете проживать как последний, то у вас появится глубокое уважение ко времени. Обычно счастливые случайности случаются с теми, кто может их распознать. Счастливый случай может случиться по вашей просьбе. Возьмите под контроль ваш разум, и беспокойству придется искать другое пристанище. Некоторые люди научились использовать ветра неприятностей, чтобы управлять кораблем жизни. Неудача – это либо благословение, либо проклятие. Все зависит от того, как вы относитесь к ней, как к камню преткновения или как к трамплину. Инициатива – это ключ, который открывает дверь возможностям. Не тратьте даром время, беспокоясь о том, что думают другие. Важно то, что вы делаете и думаете. Честность – это единственная вещь, для которой не было найдено достойной замены. Улыбка всегда побеждает в жестком споре, поскольку трудно спорить с человеком, который улыбается вам в лицо. Поторопись. С каждой секундой песка в твоих песочных часах становится меньше, а добавить его нельзя. Помните, что истинное богатство человека измеряется не тем, что он имеет, а тем, кто он есть. Наполеон Хилл. Цитаты и афоризмы. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.